Друзья, всех приветствую на канале Давай Запишем, с вами Александр, здравствуйте. Сегодня мы с вами будем знакомиться с микшерным пультом от компании Behringer, модель Xenix 1202 SFX. Давайте приступать. Итак, модель 1202 SFX. Что тут есть интересного? Давайте по порядку. Начнем с микрофонных каналов. Их здесь 4. Они оснащены предусилителями Xenix с усилением до 60 дБ. И также их можно использовать как линейные, минус 20 дБ. На каждом из них видим трехполосный эквалайзер, кнопку среза низких частот, управление уровнем эффекта, внутреннего или внешнего, регулировка панорамы и уровня громкости. Все они могут работать с конденсаторными микрофонами. Кнопка включения фантомного питания вот здесь. Она одна на все каналы. Давайте покрутим эквалайзер и послушаем, как изменяются частоты. Как обычно, начинаем с высоких. Убираю их на минус бесконечность и потихонечку выдаю их на максимум. Раз, два, три, четыре, пять. Высокие частоты на максимуме. Есть середина, снимаем ее до отказа и потихоньку вывожу на максимальный уровень. Раз, два, три, четыре, пять. Средние частоты во всей своей красе. Есть. Ну и третья полоса низ. Убираю полностью, низа нет. Раз, два, три, четыре, пять. Это центр. Раз, два, три, четыре, пять. Это максимум. Ну, вот такие вот у нас дела. Да, давайте нажмем кнопочку понижения низких частот. Срез где-то произойдет на границе 80-100 Гц. Не уточняется в описании. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Услышали. Ну и, пользуясь случаем, протестим панораму. Левый канал, середина и канал правый. Все работает, все окей. Далее, каналы стерео. Их 4. Управление минимальное. Можно на каждый накинуть эффект. Можно усилить сигнал на 12 дБ, что иногда бывает очень нужно. И 11 и 12 каналы работают или через джек разъемы, или через USB подключение, которое находится на задней панели. И дополнительно к этому микшер имеет потоковый вход на тюльпанах, куда можно подключить, например, какой-нибудь смартфон или планшет, и вывести сигнал или в микс, или на монитор. По коммутации здесь все просто. Гнездо для подключения внешнего прибора обработки, выход на наушники, который, кстати, способен раскачать абсолютно любые модели, выход на мониторы, выход общий, плюс выход стрим. Ну а теперь можно переходить к главному узлу этого микшера. Это процессор эффектов Klark Teknic, имеющий 100 разнообразных пресетов, разбитых на 5 групп. Давайте пробежимся по некоторым, чтобы оценить, насколько он хорош. Первая группа у нас реверы, у нас здесь их аж 30 штук. Я думаю, что можно под себя уж точно какой-то один из 30 подобрать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Ну, неплохо, в общем-то. Следующая группа у нас группа задержки с 30 по 54 эффект. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. 5. Раз, два, три, 4, 5. 5. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Годится. Дальше с 55 по 78 это эффекты модуляции. Уже слышу себя расхрусенным. Раз, два,
3, 4, 5. Что-то вот вроде фленджера завертелось, закрутилось. Раз, два, три, 4, 5. Фейзер глубокий. Раз, два, три, 4, 5. Так, по ушам бьет, значит стерео работает. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Какие-то даблеры. Раз, два, три, 4, 5. Да, узнай, кто это. Угадай, кто это. Раз, два, три, 4, 5. Даже такие фишки здесь есть. Дальше группа мультиэффектов. То есть слышите уже два эффекта вместе. Их тут ну, достаточное количество. Раз, два, три, 4, 5. 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 Ну, если так поближе как-то раскопать, то, может быть, что-то интересное для себя там и найдете. А вот это вот уже работает группа спешл эффектов. Их немного. Может быть, тоже кому-то где-то они понадобятся. Раз, два, три, 4, 5. 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 Как страшно. Сейчас еще, по-моему, страшнее будет. Раз, два, три, 4, 5. Друзья, ну, в общем-то, неплохо. Я думаю, что можно будет отыскать какой-то определенный набор эффектов, ну, которые или повседневно используешь, или где-нибудь для каких-то фишек на записи, может быть. Годится. И последнее, что мы сегодня сделаем, это посмотрим, что у нас будет происходить при подключении микшера по USB. Как его увидит компьютер и что он будет готов передать на запись в наш секвенсор. Значит так, подключается элементарно просто. Дальше компьютер видит вот это устройство как USB Audio Codec. Больше никаких названий, никаких Behringer'ов, ничего. Но это говорит о том, что никаких драйверов здесь нет. И понятно, что все это будет работать через ASIO for All. Ну что, видно, что запись идет. Вот интересный момент, если мы сейчас, допустим, какой-нибудь включим эффект. Будет ли он работать и будет ли идти это на запись, друзья мои? По-моему, все хорошо. Здорово. Так, ну и, как я говорил, надо проверить, снимает ли он суммарный сигнал или что-то там, может быть, у него какие-то отдельные фишки есть. Для этого у меня есть телефон. Запускаю. Я музыку слышу. На записи тоже вижу. Да, надо учесть то, что микрофон сейчас я выкрутил, громкость сделал намного больше, чем было при обычной записи, поскольку, ну да, USB сигнал он слабее. Музыка, слушаем. Вполне достаточно. Кнопочка Boost. Плюс 12 дБ работает. Ну, в общем-то, совершенно неплохо. Частоты в реал-тайме кручу на микрофоне. Что я этим хочу показать? То, что все работает и все пишется именно так, как нам надо. Раз, два, три, 4, 5. Все очень замечательно. И добавлю, что звуковую карту он собой, конечно, не заменит, но в каких-то отдельных случаях такое подключение может быть весьма и весьма полезным. Кстати, обо всех прелестях, надобностях, ну и вообще обо всем, что касается наличия микшерного пульта дома, мы снимали видео. Если кому-то эта тема интересна, найдите это видео и посмотрите. Ну что ж, друзья, познакомились, услышали, выводы делать вам, деньги тратить тоже вам. Кстати, это ни много ни мало 19,5 на сегодняшний день. Так что миссию свою мы будем считать выполненной. А вам пожелаем всего доброго и будем рады вашим вопросам и комментариям. До встречи. На каких площадках? На концертных площадках, где преимущественно все работают на пультик Xenix 1202. И преимущественно уже, в принципе, вся техника от компании Behringer. Ну, собственно, да, куда ни сунься, все почему-то находится под шапкой Behringer. Вот Ули, красавчик.